Всем привет! Это канал Scale Journal. И сегодня мы потестируем продукцию от Pacific 88. По планам попробовать черный грунт P20 от Pacific, глянцевый лак V07 под аэрограф и также попробовать серию смывок. Пробовать я все это буду на вот этом литнике. Это крылья. Здесь много тонкой расшивки, различных заклепок и прочего. Как мне кажется, очень удачная поверхность для тестирования смывки. Изначально я покрою все черным грунтом. Заодно и посмотрим, как у него обстоят дела с усадкой. Зальет ли он мелкую расшивку, клепки или нет. Вот, ну а там дальше по ходу дела сориентируйся, возможно что-то еще. Как я уже сказал, начну с черного грунта. Итак, черный грунт нанесен. По первым ощущениям он достаточно жидкий, и с аэрографом Saplo 02 при давлении 1 единицы очень легко выдувается без каких-либо проблем. Вот и баночка уже пригодилась. Смешал сюда белый цвет под аэрограф. В принципе, белый он всегда нужен, особенно когда там модуляции добавлять в базовый цвет, чтобы делать высветление. Базовый цвет для смывки готов, остается только покрыть глянцевым лаком. Теперь осталось только нанести глянцевый лак, и можно будет переходить к нанесению смывки. Итак, глянцевый лак нанесен. Остается подождать, пока он высохнет, и я перейду к смывке. По поводу лака хочу отметить следующее. Показался он мне немножко густоватым, особенно в сравнении с грунтом. Если грунт легко пошел при давлении в 1 атмосферу, я думаю, что он и на более низком давлении бы пошел нормально. А вот глянцевый лак пошел нормально только при давлении в 2 атмосферы. Соответственно, на давление в единицу, в 1,5 он, не то чтобы забивал Saplo, но просто достаточно плохо выдувался, маленьким факелом, что ли. При увеличении давления до 2 единиц лак начал дуться нормально. Здесь дополнительно я его ничем не разбавлял, так что можно считать, что этот лак, да, действительно готов под аэрограф и не требует разбавления. Единственное, что надо учесть, что при давлении ниже 2 могут возникнуть проблемы. Все, сейчас я жду, пока это дело высохнет, и уже наконец-таки перейдем непосредственно к смывкам. Пока высыхал лак на тестовой поверхности, я сделал дополнительные тесты по просьбе подписчиков. Один из подписчиков попросил проверить новый черный грунт на стойкость. Я уже не стал заливать его на фототравление. В принципе, по свойствам, со слов производителя, он должен быть точно такой же, как белый грунт. Я его нанес просто на ложку и попробовал пошкрябать. То есть, в принципе, ногтем он не стирается. Можно стереть только если приложить очень большое усилие, либо использовать какой-то острый предмет, наподобие, не знаю, шпателя или еще чего-нибудь, пинцета. Да и то он царапается, опять же, нужно приложить усилия, чтобы повредить поверхность. Поэтому, в принципе, на пластике стойкость этого грунта очень высокая.
Еще один дополнительный тест, который я сделал по просьбе одного из подписчиков, это я задул ложки черной краской и поверх нанес два новых лака, которые под аэрограф V07 и V08. Один из подписчиков писал, что у него они визуально одинаковые, такого молочного цвета, и на поверхности вроде как не отличаются. Ну, собственно, визуально-то да, они очень похожи, пока находятся в банке, ну, хотя отличия есть. Ну и при этом на ложках отличия тоже видны. Не знаю, будет ли видно хорошо на видео или нет, но матовая ложка действительно имеет матовый оттенок, а там, где был нанесен глянец, ложка более глянцевая. Я еще приложу фотографию, чтобы это можно было лучше разглядеть. Это что касается лаков. Теперь можно перейти к основной части, а именно к смывкам. Начну я, наверное, с двух самых распространенных и необходимых в моделизме смывок, по крайней мере для бронетехники, это черная и коричневая. Как я уже говорил, во всех баночках присутствует металлический шарик для удобства перемешивания и взбалтывания. Сейчас перемешаю и начну наносить. Ну, как видно, смывка отлично растекается по расшивке. Достаточно только прикоснуться к канавке, а дальше она уже растекается самостоятельно. С черной примерно все понятно. Теперь попробуем коричневую. Аналогично, коричневая смывка растекается по расшивке отлично. Излишки смывки мы чуть-чуть позже попробуем убрать с помощью родного очистителя для смывок и с помощью White Spirit. Как написано на упаковке, White Spirit тоже подходит для того, чтобы убирать излишки. Следующее у нас на пробу это смывка для траков. Смывка для траков имеет более коричневый оттенок, нежели чем просто коричневая. Коричневая, она такая более серо-коричневая, что ли. Эта смывка аналогично растекается отлично. Следующая на очереди у нас Dark Grey, темно-серая. Имеет такой серо-зеленый, что ли, оттенок. С этой смывкой также все отлично. В конце я попробую еще сделать
фотографии, ну и возможно параллельно видео буду выставлять увеличенные планы с результатами смывки. Следующий цвет у нас Medium Gray, средний серый. Следующий на пробу нейтральный серый. Он у нас еще более светлый. И последний у нас цвет на пробу — это телесная. Имеет ярко-красный, такой даже кроваво-красный оттенок. Попробуем куда-нибудь его нанести. Теперь пришло время попробовать убрать излишки смывки. Но здесь, как мы видим, она уже засохла, поэтому необходимо немножко смочить ватную палочку. Теперь попробуем брать ту же самую смывку, только с помощью White Spirit. Я буду использовать White Spirit Tikkurila 1050. Как можно заметить, White Spirit тоже отлично справляется с этой задачей. Ну, по смывку могу сделать следующий вывод. Черная и коричневая, как я уже сказал, при постройке модели бронетехники нужна всегда. То есть вот эти две смывки я бы рекомендовал к приобретению. Для траков тоже вариант. Для траков тоже вариант интересный. Надо пробовать, экспериментировать, посмотрим в будущем, как оно будет себя проявлять. Но в целом смывка тоже достаточно интересная. Данная серия смывок темно-серая, средне-серая и нейтральная серая
непосредственно в бронетехнике, наверное, применяется нечасто. Первое, что приходит в голову, это, наверное, зимний камуфляж, либо какие-то светлые тона базового цвета. Возможно, это более часто применяется, эти цвета, в авиации. Но, в общем, если авиаторы смотрят меня, поправьте, если я не прав. Цвет телесная непривычно. Мне такая смывка такого оттенка попадается впервые. Но думаю, найти применение тоже можно. Для какой-нибудь серии Warhammer или фэнтези, наверное, подойдет. Хотя надо попробовать будет и на обычных фигурках. Как растекается смывка, мне понравилось. Убирается она тоже без проблем. Как видите, вся расшивка отлично заполнена и хорошо выделилась. В этой серии смывок я думаю, что каждый найдет то, что ему нужно. Ну, повторюсь еще раз, черная и коричневая, как я считаю, должна быть в обязательном порядке. На сегодня это все. Впереди еще будут новые тесты продукции от фирмы Pacific 88. Также я постараюсь в следующий тест включить вот эти лаки из серии Hightech Clear Orange и Red Rose. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Следите за новыми видео, чтобы быть в курсе. Всем пока.